Всем привет! Сегодня я расскажу вам о... это будет серия маленьких видео, в которых я расскажу про свой каждый отдельный язык, который я учила. Предлагаю начать с классики, с английского языка. Моя история с английским на самом деле является такой достаточно длинной и не очень приятной для меня, казалось бы. Да, хотя я разговариваю свободно на английском сейчас уже, но в целом, в общем, это было не очень приятно. Ну, начнем немножечко со школы. В школе у нас английский начался с 5 класса, что достаточно поздно для изучения, мне кажется, для детей. Конечно, в 11 лет там никакого интереса к этому английскому не было вообще. Так как это было конец 90-х, соответственно, там методы преподавания были, никакие, мягко скажем. Ни даже там аудирования, ни песенок, ни каких-то игр, ничего не было. По факту все с 5 по 11 класс мы делали только одну вещь. Читали и переводили. Я не помню, чтобы там была какая-то даже грамматика и так далее. Ну, в общем, опять. Наверное, проблема была даже не сколько в преподавателе, а сколько в самой системе образования и так далее, и так далее. Тут уже просто по факту мы являлись жертвами обстоятельств. Плюс с учетом того, что мы жили в 90-х в деревне, где были алкаши, там всякий криминал, домашнее насилие и так далее, и голод, соответственно, какой там английский. Никто и подумать не мог, что он как-то в будущем в целом пригодится. И до сих пор есть такие подростки и дети, опять-таки, с определенным окружением, которые до сих пор так считают. Но опять, конечно, языки не всем нужны и так далее, но все зависит от кругозора на самом деле. И так как мы жили тогда в таком неком пузыре, соответственно, даже больше психологическом, наверное, это все было, совершенно бесполезно тогда для нас и так далее. Школу я закончила просто тупо с набором слов. Я даже не могла сказать, как меня зовут. Читать я не умела. Точнее, я помнила, как читать какие-то слова, но правил чтения я, конечно же, не знала. И грамматику ничего не знала, ничего не понимала. Но я поступила тогда на туризм в колледж, и там должно было быть 2 языка, английский и второй, немецкий или финский. Я думала, что я ничего по английскому не знаю, но когда пришла на урок английского колледжа, и все мои одноклассники были такого же уровня, как и я, и хуже. И потом как-то, я даже не помню с какого момента, но как-то мне понравился, в принципе, этот язык. Это были 2010-е, наверное, года, где-то так. Соответственно, я училась в небольшом городке недалеко от моей деревни, и тогда еще только интернет появился, ничего в интернете, естественно, не было. В самом городе не было ни там толком ни школ английских, ничего, иностранцев там тоже в помине не было и так далее. Соответственно, даже если ты хочешь учить язык, ты тогда особо даже возможности не было и так далее. Я напокупала кучу учебников, и учебники на самом деле были не очень хорошие, потому как там не было системности, не было ничего, и не было толком аудирования. Опять, практиковаться не с кем было, и по факту там несколько лет я потратила тупо на изучение грамматики, слов, там чтения и так далее. Конечно же, я понабрала кучу всяких знаний, но опять-таки вылить это все в говорение, в практику никак не получалось. Соответственно, все это было достаточно фрустрирующим опытом для меня. Я раз, наверное, 5-6 бросала вот этот английский просто нафиг, потому что, смысл учить, если все забывается, никак это не используется. Тогда, когда я наконец-то начала встречать реальных людей и с ними общаться, я поняла, что все мои старания окупились вообще вполне. На самом деле, что такой момент, почему в целом у меня опыт общения с иностранцами был, точнее, опыт общения на английском с иностранцами в основном у меня был. С русскими людьми, которые знают английский, я вообще ни разу даже не общалась. То есть там как-то было пересечение по работе немножечко, но я всегда избегала общения, не знаю почему, точнее, не знаю почему, потому что был опыт, когда русские ребята, которые типа знали английский, но при этом там неважно, хуже, лучше меня, не суть, постоянно тыкали в какие-то ошибки. Конечно,
это не очень приятно психологически и в целом не совсем корректно. Вот. Но и поэтому как-то, не знаю, то ли может поэтому, то ли потому что в целом никогда я особо не встречала людей русских, которые говорят на английских, коих, кстати, много достаточно в целом. Вот. Поэтому мой такой опыт общения всегда был в основном с иностранцами. И поэтому у меня никогда, наверное, не было языкового барьера. Почему? Потому что вот как раз-таки языковой барьер в виде психологического страха общаться, да, возникает как раз-таки на базе вот этого негативного опыта, скорее всего, который происходит там обычно в школах и так далее, когда тебя стыдят за то, что ты говоришь на языке и так далее. И я помню, когда у меня появился первый парень иностранец, он еще был британец на самом деле, поэтому понятно там какой акцент, какое произношение и так далее. И он на самом деле меня очень сильно поддержал, потому что он мне говорил, что типа, да не волнуйся, скажи 150 раз, я тебя пойму. Если я его не понимала, что он говорит, он там мне спокойно, медленно, тоже 150 раз как бы повторит и так далее, разжует. И в целом это было очень такая поддерживающее окружение, да, и такой опыт положительный, который в последующем как бы у меня не возникало никакого вот такого сильного языкового барьера, чтобы общаться с кем-то. То есть опять могу спокойно подойти к иностранцу, что-то подсказать, поговорить, ничего такого у меня вообще нету в помине. Но все равно иногда вылетает так, что я заметила такую психологическую штуку, что с русскими я на английском, если начинаю разговаривать, то, ну это редко очень бывает на самом деле, то у меня включается какой-то такой русский немножко акцент, хотя акцент у меня совершенно нейтральный, то есть нет такого дикого, чтобы я прям, видно было во мне русскую. Но, наверное, опять-таки это связано с тем вот этим окружением и опытом, который был в России в плане взаимодействия на английском. Вот. Поэтому тут все так достаточно по-разному, все really как бы depends on. Вот. От человека зависит от окружения на самом деле. Что еще здесь можно было добавить? Еще такой тоже момент в виде совета, наверное, когда вы начинаете общаться с иностранцами, там, либо с русскими, не суть, на каком-то языке, просто его практиковать, во мне, чтобы перейти, допустим, с одного уровня более высокий, да, для общения, соответственно, нужно с людьми разговаривать на совершенно разные темы, на совершенно глубокие какие-то темы, разными способами и так далее. То есть должна быть максимальная вариативность лексики и грамматики, естественно. И если вы, допустим, встречаете людей в реальной жизни, знакомитесь, как бы ок, если вы там с ними дружите, куда-то ходите, обсуждаете что-то, тоже это, мне кажется, лучше. Но опять, у меня достаточно много было общения именно онлайн, знакомилась я онлайн больше, чем в реале. Соответственно, здесь я наткнулась на такую проблему, особенно в начале, когда вы только начинаете практиковаться, это как бы окей. Но потом, когда вы хотите уже более выйти, ну, то есть более улучшить свой язык, возникает проблема, когда все ваши знакомые говорят только на какие-то простые темы. Там типа, что поела, что делала и так далее, и так далее. Конечно, это такого рода бытовые, как бы скажем, вопросы, они являются огромной частью в любом случае разговора, но когда ты натыкаешься на то, что с людьми не можешь поговорить там банально, какие-то хобби, какие-то психологические темы, хоть что, но вот что-то, что выходит за рамки просто бытовухи, вот это на самом деле надоедает уже потом, и от этого результата никакого. Поэтому такой совет для вас, если вы начнете с кем-то общаться, искать общение, это, во-первых, безопасность сети, никто ее не отменял, никаких своих адресов, там, фоток и так далее, персональной информации не стоит говорить, потому как, особенно в последнее время, развелось очень много мошенников, которые разводят особенно женщин, русских наших и так далее. Во-вторых, всякие вот эти вот извращенцы и так далее, это тоже все в топку. Но опять, говорю, можно сначала пообщаться уже как бы на какие-то базовые темы, уже потом, конечно, если надоедает, то уже стараться более фильтровать знакомых и уже сразу прощупывать почву относительно того, на какие темы можно разговаривать с человеком или нет.
Потому как тратить свое время на вот такую пустую болтовню на самом деле не очень хочется. Вот. Наверное, у кого-то и была такая проблема в целом. Вот. И даже сейчас, когда я изучаю другие языки и находила некоторых знакомых, как только они мне вот, ну, там, не знаю, мы там несколько месяцев общаемся, и у нас ничего, наши темы разговоров не выходят за рамки каких-то других тем, ну, более обширных, они становятся шире, то я уже как бы особо общение прекращаю, потому что смысла тратить свое время нету. Но опять-таки, если вы как бы законнектились в виде, и вы понимаете, что для вас человек это интересен, как друг, например, или просто как некий приятель, приятельница по переписке и так далее, why not? Это потрясающе на самом деле. Кто знает, как это знакомство в будущем выльется, да, во что оно выльется. Вот. Поэтому так, на данный момент, конечно... еще такой момент интересный. Если бы я на самом деле начала бы учить все языки с нуля, то я бы ни за что не выбрала английский язык. Вот ни за что. Наверное, не потому, что я так с ним мучилась, и произношение переделала, переучивалась, и все сама. Ну, потому что изначальной системы не было как таковой. Вот. Поэтому мне так заходит именно самообразование, потому что я сама себе эту систему выстраиваю так, как мне понятнее, как мне проще и как мне комфортнее. Но опять-таки, для меня, когда я начала учить азиатские языки, для меня английский показался очень таким немножко, ну, мягко скажем, нелогичным, немножко туповатым на самом деле. Он не является сложным языком, но он немножко для меня туповатый, особенно, снова говорю, по сравнению с азиатскими. Поэтому я бы изначально бы взяла какой-то, наверное, бы европейский язык, типа там испанский, итальянский, французский, и какой-то азиатский язык, а уже потом бы взяла бы английский, потому что он как бы так ни крути является международным. Хотя, если просто есть люди, которым английский вообще не нравится, не заходит и так далее, ну и фиг с ним, если вам не нравится этот язык, так и не учите его. Ну и фиг с ним, что он как бы является международным. Вы в любом случае какие-то там слова, указатели там где-то, когда путешествуете и так далее, вы сможете это прочитать, это потому что везде все летает, так или иначе. Поэтому не нужно как бы здесь в данном случае нагнаться за модой, за тем, что как бы все делают, все учат. Учите то, что вам нравится. Вы можете знать там какой-нибудь японский, например, не знаю, греческий, ну не знать английский, ну и фиг с ним как бы. В любом случае это будет вам намного, ну, зачем заставлять себя делать то, что вам не нравится? Вот вопрос-то в чем. Вот. И еще такой момент тоже интересно заметила то, что, наверное, касаемо английского, да, наверное, еще лет 10 назад английский, там, если ты переедешь куда-то за границу, переезжаешь и так далее, можно его еще людей удивить своим там свободным владением и так далее, то сейчас он уже воспринимается просто как данность, то есть типа как попса. Все должны его знать, и этим никого не удивишь, естественно. Соответственно, как бы здесь в этом плане, наверное, хуже. Вот. С другой стороны, ну, как бы что есть, то есть, подстраиваемся под реалии современности. Вот. Вот так вот. Но все равно я как бы не думаю, что английский сменится на какие-то другие языки, так или иначе. Возможно, да, какие-то языки будут все-таки более популярными в силу там политических, экономических каких-то, да, изменений и так далее, моды, как, допустим, сейчас азиатские языки и так далее. Но опять, все они очень разные. Так, что еще? Все, наверное, рассказала по факту. Да, кстати, самое последнее. Я также являюсь преподавателем английского, поэтому если вы очень хотите его потянуть, пожалуйста, я с удовольствием к вам помогу. Приходите.